Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Круизные истории, и у нас очередной выпуск круизных новостей. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Максим Юрьевич, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Михаил Щавелев, Максим Бриченко. Посмотрим, какие у нас новые круизные новости. Да, круизная индустрия потихоньку приходит в норму. Все корабли, все круизные линии постепенно готовятся к перезапуску с новыми протоколами по безопасности здоровья. Максим, а у тебя какие новости? Да у меня, в принципе, новостей никаких нету, кроме одной единственной. Какой? Я вас заинтриговал? Да. Сейчас я полезу в волшебный карманчик, и у меня тут есть волшебная бумажечка. Что же за бумажечка? А в этой бумажечке, опаньки, я забронировал на Михаила Юрьевича круиз на Дубае на февраль месяц, представляете? Опять? Конечно, сколько можно ждать. Поэтому вот у меня такая новость, ребята. А сейчас давайте вспомним, как прекрасно отдыхается в феврале в Дубае, когда тепло, прекрасно, джакузи и наши любимые лайнеры. Поехали! Смотрышка. Видите, пар идет изо рта. Надеюсь, скоро будет тепло. Опаньки. И вот и снова тепло. Мы прибыли в Дубай. Пока Феррари и Ламборгини не наблюдаем. Первое, что мы заметили, нет указателей. То есть картинки только видели автобуса и такси. Вот сейчас будем разбираться. У нас C01 наш автобус. Да. Так, друзья, мы ни хера не разобрались. Короче, где автобус, где чего, ни указателей, ничего нет, решили идти на метро. Так что двигаем в сторону метро. Так, вот у нас впереди идут блондиночка с брюнетом с рыжей. Да они явно наши, поэтому мы пойдем за ними. Так, друзья, вы видите, мы едем на машине. Знаете почему? Потому что мы нифига не нашли, где метро. Итак, мы делимся первыми впечатлениями. Походу мы заселились в какой-то пакистанский район. Значит, первое впечатление очень стрёмное, я вам честно скажу. Я даже боялся сниматься. Я сейчас боюсь, поэтому держу камеру внизу, чтобы было непонятно вообще, что я делаю. Не знаю, что ему здесь стрёмно. Но зато у нас есть вот что. Пакистанские вкусняшки. Этих любителей там все выбирать между отелями и лайнерами, значит, я вам показываю, у нас привет, кондиционер из 80-х. Ладно, номер стоит почти $100. дизайн более-менее, даже есть плазма. Сейчас я вам покажу вид из окна. Там нету моря, там есть, знаете что? Вот что, шаверма, вид на шаверму. Че, Миш, расстраиваешься? Нет, пойду за шавермой, потому что мне остается через день, я буду на Кости Диадеме. Ну и все, я буду знакомиться с Эмиратами с борта корабля. Купим себе бинокль. Так, друзья, вот ночная жизнь в Дубае. Вот так она выглядит. Вы думали, она выглядит по-другому? Она выглядит вот именно вот так. Так, девочки и мальчики, мы вам покажем сейчас настоящий Дубай ночной, не какие-то телевизионные картинки. Наши дорогие дамы, девушки, вот вы спрашивали, где можно найти хорошего мужчину, чтобы их было много, чтобы был большой. Хороший, ты ж не знаешь. Чтобы был большой. Слушай, по крайней мере, посмотрите, какие машины. Заценили? 200 мужчин на 1 квадратный метр. Смотрите, внимательно. Друзья, вот смотрите, у нас сегодня таксист нам сказал, что русских стало очень много. Чтобы вы понимали, мы стоим перед каким-то центром. Шубы, да? И вот видите вот эту надпись «Меха, кожа» огромными буквами на русском языке. Так, друзья, день второй. Дубай в этот раз сегодня встречает нас теплой погодой. Мужская планета не изменилась. Да, для нас теплый, потому что это градуса 24 и так не очень жарко, наоборот хорошо. Но люди нам попадаются в шубах, в шапках и пуховиках, поэтому для них, видать, для многих это холодно. Мы сегодня едем на публичный пляж Джумейра. Это вроде как в интернете написано. Не знаю. По моим СМИ пойдем. Пляж Джумейра, который считается одним из популярных среди русских туристов, потому что там можно находиться и купаться в плавках, а не в штанах, а также фотографироваться. Поэтому сейчас мы идем до станции метро. Вот еще одно небольшое добавление. Вот так строятся Дубаи новые. Да?
Так, ребята, ну вот это вот метро стейшн, короче, типа мы в метро зашли. Это что за нахер вообще? Среди этих строек. Так, Миша тут удивлен. Такого метро мы еще не видели. Опа, это что за нах? Куда вообще? Так, друзья, вот станция метро Дубай. Значит, есть терминалы, в которых вы можете заказать билеты туда-обратно просто по названиям станции. Выбираете в две стороны или в одну, дальше оплачиваете стандартно, либо есть стандартные билетные кассы, подойдете и спокойненько. На самом деле здесь все по расстояниям как-то считается. Но легче всего подойти к человеку, который сидит на кассе, и сказать, какую вам станцию надо, он вам все сделает сам. Покажи билетики. Вот билетики вот такие дал нам. Чек, то есть две зоны, 28 дирхам, туда-обратно. Да, то есть мы едем в обе стороны, можете сразу взять, если вы в одном месте живете, туда и обратно, и спокойненько пройти. Слушайте, на самом деле очень все цивильно, все красиво. И, конечно, удивляет количество людей. То есть, вот вы видите, один человек перед нами идет, и сзади никого. Да, очень цивильно. Ребята, вот автоматы, которые открывают двери вам, когда вы прикладываете, они с такой тишиной открываются, еле-еле прям, как, знаете, как будто что-то высокотехнологическое, современное, да. Вот здесь, конечно, мы понимаем, что сколько вложений. Опять же, материалы. Ребята, не хочу ничего наговаривать. Вот я живу в Купчино, у нас открылось две новые станции. Дунайская, Слава, Шушары. На Дунайской я вообще молчу, там вода с потолка льется, тряпки везде лежат. И там таких материалов не использовано. Залезли, мы находимся сейчас вот здесь, Пальм-де-Эра. Нам надо, вам надо тоже, если поедете вот сюда, Financial Center. المحطة القادمة هي الرأس. The next station is. Есть подразделение на классы вагонов, поэтому аккуратнее. Есть голд класс, есть женский вагон, и есть обычный. Ребята, слышите вот этот звук? Похоже на нашего. Это Дубай, по-прежнему, ничего нового. Друзья, вот то, что я говорил, женские и детские вагоны метро, да, то есть именно для женщин, а также для особо крутых, а также под пометочкой Gold Class вы найдете. الجافلية. Так, ну вот, станция финансовый центр, идем в сторону пляжа, сейчас я тормознусь у окошка. Карточки не выкидывайте на вход, потому что ее надо будет на выход прикладывать. Да, да, проверка сколько зон, а я подойду, покажу те самые небоскребы дубайские. Вот они, уже здесь стоят. Я блогер, я в Дубае, оу, е! Если тебя палка, ты не знаешь, что здесь блондинка, пойдем. Короче, друзья, Миша говорит, не вести себя как блондинка, а это, между прочим, модная тема. У нас еще не было ни одной съемки селфи-палки, а с хера ли она покупалась перед отъездом, правильно, Миша? Да, идем. Ну, мы все идем. Идем по Дубаю, мы тоже в Дубае, смотрите, мы в Дубае, ё-моё! И с селфи-палкой ты становишься настоящим блогером уже. Идешь, там тебя смотрят, а ты такой, что у меня почти 1 миллион подписчиков, а на самом деле всего 300 будет. Ну ничего, ребята, мы работаем, и девочки и мальчики работаем над улучшением качества контента, да, Миша? Вот они, Дубаи, те, которые мы видим по телевизионным картинкам. А? Как вам, друзья? По-моему, офигеть. Вот эти самые Rolls-Royce, Мерседесы. Так, друзья, ну вот еще раз хочу вам панораму уже того нового Дубая, не того, что мы видели с вами вчера. Смотрите, какая красота. И вот она, известная вот эта башня Бурдж-Халифа, 800 с чем-то метров. Вот она огромная, просто за счет того, что она чуть дальше стоит, кажется, что она, ну такая, типа, не очень большая, да? Как вы думаете, где? Мы в какой-то деревне? Вот петушочек бегает. Вы думаете, в деревне? Нет, мы все там же, в Дубае. Красиво. Кстати, не понимаю, что это такое, но выглядит очень красиво, как будто театр или что-то такое.
что кто-нибудь купается только. Конечно, нет. Так, ну вот. Нет, все-таки никто не купается, только спортсмен какой-то один сумасшедший бегает. Ну, хотите свой личный пляж, приезжайте в январе в Дубае. Потому что здесь у нас только 2 пакистанца и мы. Ну, вода холодная, конечно. Я думаю, рискнуть искупаться может только русский человек. Судя по одинаковым жилеточкам, это тоже какая-то команда любителей экстремальных видов спорта. Сейчас они будут купаться, наверное, немцы. Они уже шнапсов жахнули. И сейчас пойдет заплыв. Это команда, да, зеленых. А где ваш шнапс, Михаил? Я в Дубае пью сок. Правильно. Вот правильно, еще раз, друзья, не нарушайте правила, которые есть в стране. За нахождение в пьяном виде штраф 2000 дирхамов. За это на наши деньги сколько? 20 тысяч, да? $500. 500 долларов. Ну все замечательно, тепло, хорошо. Вот. Ну, немножко скучновато. В смысле? Ну, потому что нечем заняться. Потому что завтра мы будем на кораблике. Там театр сейчас, аниматоры веселят и так далее. Сейчас на пляже никого нет, особо не покупаться. Пойду только посидеть, посмотреть на воду. Ну и все. Опять же, мы возвращаемся, да, к моменту сравнения лайнера с обычным отдыхом, отелем. Абсолютно нехера делать. Извините за мой французский. Нехера. На пляже никого нет, ничего не происходит. Походил, погулял, ну мы сходили, да? Ну посмотрели мы эту Бурдж-Халифу, да, вон она там. Вон, видите, вот она. Ну и что? Дальше. Поэтому всем, кому хочется веселья, да, нет, опять же, возможно, здесь веселье есть, но я думаю, что это выливается в такие деньги. Так, друзья, ну чтобы вы не думали, что в Дубае все так замечательно и обалденно, вот немножко вам покажу дубайские пробки, хотя явно не сезон еще. Видите? Почти как в Москве. Эх, хорошо же там было все-таки в круизе. Это точно. Слушай, ну думаешь, в этот раз-то срастется все? Не знаю, кто его знает. Давайте не будем забиваться негативом. Ребят, давайте надеяться всегда на лучшее, позитивное образ мышления. И до встречи на наших любимых лайнерах. С вами был Михаил Щавелев и Максим Бриченко. До новых встреч! Пока-пока.